Друзья, всем привет! Сейчас идет разговоры, дискуссии о коалиционном соглашении. Мерц пообещал, что вплотную, значит, как будет подписано коалиционное соглашение. Напомню, что он планирует, что оно будет подписано до начала Пасхи, да, до 20 апреля. Как только будет подписано коалиционное соглашение, значит, он пообещал, понятное дело, что в 2025 году произойдут кардинальные изменения в миграционной политике. Ну, потому что это было его, скажем так, лозунг, и он там много чего обещал, что кардинально будет меняться политика миграционная в Германии. Так вот, сейчас уже идут проработки и дискуссии об изменениях в действующее законодательство, чтобы усложнить, то есть сделают юридические сложности потенциальным просителям убежища, которые будут подаваться в Германии на убежище. Вот они в юридическом плане изменят законодательство и создадут им трудности. И вот в этом видео я как раз расскажу вам вот эти все юридические нюансы, что планирует Союз и СПД сделать, какие планируют внести законодательные изменения. Итак, давайте, друзья, разберемся, что хотят изменить Союз и депутаты Союза и СПД. Принцип официального расследования должен стать принципом предоставления доказательств в законодательстве о предоставлении убежища. Об этом говорится в главе «Миграция» исследовательского доклада Союза и партии СПД. Что это будет значить для потенциальных просителей убежища, которые будут подавать ходатайство о предоставлении убежища на территории Германии? Простым, друзья, языком объясняю. Значит, смотрите, в Германии, в законодательстве Германии есть два принципа. Скажем так, первый принцип называется принцип официального расследования. Суть его какова? Этот принцип подразумевает, что все государственные органы или административные учреждения, если человек подает там заявление, они обязаны самостоятельно собирать доказательства, проводить все факты проверки, которые и имеют значение для дела. То есть будут самостоятельно суды давать запросы, чтобы установить тот или иной факт. И этот принцип не полагается на предоставленные только сторонами какие-либо там письменные или вообще какие-либо доказательства. То есть, соответственно, государственные органы будут помогать и помогают сейчас по этому принципу, да, потенциальному просителю убежища собирать доказательства, которые, скажем так, помогут ему, да, получить статус защиты на территории Германии. То есть немецкие органы будут ему помогать и помогают. Этот принцип сейчас действует. Значит, они хотят внести изменения, этот принцип убрать и чтобы заменить этот принцип другим принципом. И этот принцип называется принцип предоставления доказательств. Это второй принцип. Он тоже действует, но он действует в гражданском праве. Этот принцип подразумевает, что согласно этому принципу стороны, которые там участвуют в судебном процессе, они самостоятельно предоставляют суду доказательства. То есть суд сам ничего не проверяет, ничего не помогает. То есть он оценивает при вынесении решения только те доказательства, которые подают стороны. То есть если человек по какой-то причине не может подать то или иное доказательство, все, он его не подал, суд это не будет рассматривать. Понимаете, в чем дело? То есть суды и государственные органы беженцам помогать не будут в сборе доказательств для того, чтобы они могли получить защиту на территории Германии. И вот как раз таки этот принцип хотят ввести, значит, в миграционные процедуры для потенциальных просителей убежища. В этом плане будет меняться законодательство. То есть один принцип уберут, то есть государственные органы не будут помогать. То есть вот подал, написал, там его кто-то преследует, доказательств никаких не предоставил, соответственно у суда нет оснований удовлетворять это там заявление и так далее. Понимаете, да? И будут идти отказы. Вот смысл в чем. То есть вся ответственность сбора и предоставления в суд доказательств будет лежать на заявителе, на беженце. Соответственно, еще раз повторюсь, если он доказательства не предоставил, суд
его не видит, соответственно, этого доказательства нет, значит, этого факта нет. Ну, как он будет доказывать там свое преследование? То есть, это только если уже изначально человек будет планировать, готовиться, там, да, собирать какие-то в стране у себя доказательства, обращаться там к юристам о том, что его преследуют, понимаете? А если он приехал без ничего, соответственно, он и получит ничего, получит отказ. Вот и все. Таким образом, это серьезно, ну, создаст трудности для потенциальных просителей убежища. Депутаты Союза и СПД надеются, что и они рассчитывают на то, что такая инициатива законодательная приведет к увеличению числа отказов и снижению нагрузки на суды немецкие. Однако немецкие юристы считают это незаконно, то есть так делать нельзя. Это противоречит Конституции, это противоречит европейскому законодательству. Теперь, почему считают юристы, что это незаконно, это будет противоречить нормам европейского законодательства? Дело в том, что закон об убежище, вот эти процедуры миграционные, они относятся к административному праву. И если обжалуется решение какого-то государственного органа, то это происходит все в административном процессе. И именно в административном процессе действует принцип объективного полного расследования. То есть государственные органы должны помогать заявителю собирать доказательства. Понимаете, в чем дело? И это обязанность суда и обязанность миграционных властей человеку помочь. Принцип предоставления доказательств прописан в гражданском процессе. Понимаете? И там стороны сами предоставляют доказательства. Вот. То есть его нельзя применять к административной процедуре. Согласно немецкого национального законодательства. Ну, хотят изменить закон и как бы вот это все внедрить. Почему? Потому что закон об убежище, да, он регулирует отношения между государством немецким и беженцем, то есть частным физическим лицом. Профессор Даниэль Ким из Константского университета подчеркивает, что если этот принцип внедрят, судья просто будет сидеть и слушать заявление соискателя убежища, решая судьбу человека исключительно на основе его рассказа. Все другие данные о стране происхождения будут игнорироваться. Понятно? То есть это то, о чем я говорил. То есть, ну, вы понимаете, беженец из Афганистана, ну что он с собой привезет? Ну какие доказательства он привезет? Там половина писать и читать не умеют. Это ему надо будет заранее, то есть пропланировать, там найти юриста, понимаете, там это все собрать, привести, чтобы представить это немецкому суду. Сейчас они приезжают, понятно, там Талибан пишет ходатайство, ничего не прикладывает. Прикладывает там какие-то паспорты, там у них зачастую нету даже свидетельства о рождении. Вы знали об этом в Афганистане? Ну, вот такая ситуация. Что он предоставит? Конечно же, он потенциально, приехав в Германию, да, проделав такой огромный путь, он получит отказ. Все. Потому что, как вот говорит профессор, судья будет просто читать его, скажем так, рассказ, который изложен в документе, да, процессуальном, и все. А где доказательства, спросит? Нету доказательств. Все, я не могу удовлетворить. Вот и все. Также этот профессор добавляет причину таких, значит, внедрений. Причина, вероятно, в том, что процедуры подачи заявлений на предоставление убежища занимают очень много времени. Вероятно, есть надежда, что изменение ускорит этот процесс, подразумевает профессор. Немецкие юристы предупреждают политиков Союза и СПД о том, что такая практика и эти изменения, да, они приведут к огромным спорам, люди будут обращаться в суд по правам человека, в Европейский суд по правам человека. Почему? Потому что это изменение будет противоречить национальному законодательству и европейскому законодательству. Я об этом в начале ролика говорил. Дело в том, что уже неоднократно выносилось и Европейским судом по правам человека решения, а также немецким конституционным судом были там разъяснения, были тоже решения, которые уже затрагивали эти вопросы, да, и озвучено судами на европейском уровне и на национальном немецком уровне, высшими судами, озвучено о том, что принцип расследования, предоставления доказательств, он не должен нарушать основные права заявителя убежища. То есть не должны люди сами предоставлять доказательства о том, что их в стране преследуют на родине у себя. Это должны помогать им собирать эти доказательства, должны государственные органы Германии. Понимаете? То есть помогать. Человек не должен, его преследуют.
Он убежал с чем есть. Вот позиция такая и Европейского суда по правам человека, и Конституционного суда Германии. Дирк Визе, заместитель председателя фракции СПД, который как раз таки и возглавляет рабочую группу, которая подала инициативу, да, по внесению изменений в немецкое законодательство вот в этой части, по этим принципам. Да. Значит, вот что он заявил. И говорит, нет никаких возражений против того, чтобы приглашали беженцев, да, потенциальных просителей убежища, к активному участию в процессе рассмотрения их дела. Нет никаких проблем. Как бы, да, но он умалчивает вот эти вот принципы. Ну, это ему просто задали такие неудобные вопросы немецкие журналисты, да, изучив эту проблематику. И он также сказал, что понятно, что это там противоречит, но мы будем менять формулировку, мы эту формулировку будем уточнять. И мы сделаем так, эту норму пропишем, чтобы эта норма соответствовала европейским правовым нормам. Ну, вот так вот он ответил. Что будет в итоге? Такой же тоже скандал поднялся в юридическом сообществе Германии по поводу этих изменений, да, то есть там я уже не говорю о правозащитных организациях, про Азюль там выступили тоже, что это будет нарушать, что они сразу будут обращаться там в суды, чтобы это все обжаловать. Поэтому пока непонятно, то есть пока такие дискуссии, друзья, это пока еще дискуссии, да, идут. Возможно, после этого всего скандала, значит, никто не будет вносить проекты законодательных этих изменений. Просто так все и, скажем так, уляжется и останется все как было. Понимаете? А может быть, действительно поменяют, посоветуются еще, поменяют формулировку, и мы увидим с вами законопроект, который будет за это отвечать. Но это, скорее всего, уже, если это и будет, да, то это уже будет после, где-то, наверное, начиная с мая, скорее всего. Вот я так думаю, если будет подписано в апреле коалиционное соглашение. Вот такая ситуация. То есть, видите, пытаются всеми путями, Мерц пытается сдержать слово, пытается, значит, чтобы каким-то образом поменять законодательство и все-таки сделать Германию менее привлекательной для потенциальных просителей убежища и, скажем так, создать им трудности, чтобы они не могли получать, скажем так, убежище, да, то есть вот уже трудности создаются на юридическом уровне. Но это тонкости, понимаете, которые знают юристы, и обычный беженец, который плывет на лодке, понимаете, он об этом 100% не знает. Вот на что это рассчитано, вот и все. Друзья, что думаете вы по этой теме? Напишите свое мнение, пожалуйста, в комментариях.